О, отлично, заработало. Всем привет. Всем привет. Сегодня я в гостях у Стаса Федотова в ШАДе, который ответит на все ваши вопросы касательно ШАДа, как все организовано, какие есть курсы, какие есть направления, какие есть перспективы и так далее. Вы мне часто пишете эти вопросы про видео про ШАД, но, к сожалению, я-то не шарю в этом всем, а Стас шарит. И поэтому сейчас мы как раз этим вопросом будем заниматься. Смотрите, ребят, у нас есть где-то 40 минут, поэтому будем вести стрим 40 минут, либо когда закончатся вопросы. Но, чувствую, вопросы быстро не закончатся, поэтому you're welcome to ask, как говорится. Ну что, поехали. В самом начале, что у нас там было? Так. Чем отличаются 4 профессиональных трека ШАДа, вот эти вот новые? Ну, давайте я расскажу, собственно, как появились эти треки. Они с нами только вот первый год. Мы сели и постарались осознать, собственно, какими могут быть дальнейшие профессиональные пути наших выпускников. И вот мы увидели таких 4. То есть один из вариантов, мы его назвали Data Scientist, но на самом деле надо быть осторожным, потому что под этим словом, конечно, каждый понимает что-то свое. Но вот этот трек у нас для тех, кто действительно хочет объяснять мир с помощью данных. Это аналитики, это вот действительно такие data-сайентисты, которые про эксперименты, про статистику, про то, чтобы какие-то модельки пощупать. Вот отличаются от них разработчики машинного обучения. Если вот data-сайентист в этом понимании, аналитик, он объясняет мир, он предсказывает, то разработчик машинного обучения может создать какой-то сервис, какой-то продукт с использованием машинного обучения, больших данных, вот, например, не знаю, написать Яндекс.Переводчик. Если вот вы посмотрите, какие курсы есть у разработчика машинного обучения, то там будут, например, плюсы, там будет больше алгоритмов. А здесь будет больше упор на такие индустриальные вещи, на то, как все сделать, написать эффективно. Что вот такому, опять же, data scientist в смысле первого трека не так важно, вот он может на питончике сидеть в Jupyter что-то делать. Вот разработчик машинного обучения уже себе такого позволить не может. Слушай, Стас, скажи, пожалуйста, вот мое понимание, что Data Scientist – это больше для прототипирования, а разработчик машинного обучения – это уже в продакшн такой более серьезный что-то делать. В принципе, да. Исследование, объяснение и прототип. Да. Вот. Третий трек у нас появился только тоже в этом году. Это инфраструктурный трек, называется «Инфраструктура больших данных». Это для тех людей, которые создают, собственно, ту инфраструктуру, ту архитектуру, на которой уже, скажем, те же самые разработчики машинного обучения разворачивают уже дальше свои решения. То есть, чтобы у вас все работало, у вас должен быть какой-то кластер, не знаю, Hadoop, MapReduce, вот это все, и должен быть человек, который все это создаст. И вот этот специалист по инфраструктуре больших данных, тоже если посмотрите, там еще больше плюсов, архитектуры компьютера, такое вот погружение. Это как разработчик ML, только на стероидах. Это даже не обязательно на ML. То есть там, в принципе, можно особо машинным обучением и не заниматься, вот, но при этом там вот много работы именно в том числе там, с большими данными, с распределенными системами и так далее. То есть, если человек любит программировать больше, да, наверное, вот, туда. Если вы любите программирование, вам интересны алгоритмы, там, вам интересно что-нибудь там копаться. И вы не умерли в первом семестре. Операционной системы, да, вот вы думаете, что, может, там машинное обучение – это не то, чем вы мечтаете заниматься всю свою оставшуюся жизнь, вот этот трек для вас. Он такой жесткий, конечно. Каждый трек по-своему жесткий, да. Но... Да, это, наверное, мое личное впечатление, то, что ты смотрел. Да. Конечно, для тех людей, которые вот не погружены так в разработку, да, там если алгоритмы до этого никогда не трогал, то туда идти это... алгоритмы, как бы люди с ними свыкаются, а вот архитектура компьютера там тяжело. Там тяжело, конечно. Вот. И, соответственно, 4-й трек – это анализ данных в прикладных науках.
Ну, собственно говоря, он вот чему посвящен. А, В общем и целом мы, конечно, чаще всего готовим специалистов для Яндекса, для каких-то IT-компаний, то есть людей, которые будут работать, ну, с некими производными деятельности компьютера, назовем это Мгм. так. Вот, но при этом, на самом деле, задачи Data Science, задачи машинного обучения, они возникают в большом количестве и в медицине, и в биологии, и, там, и в геологии, и во многих других науках. Вот, например, все знают, что Яндекс помогал ЦЕРНу и помогает вот в некоторых экспериментах обрабатывать данные. Вот. И а, в этих ситуациях все немножко по-другому. Там часто, например, не так много данных, там в медицине данных достаточно мало. Там возникает своя специфика, там более важна статистика, там Мгм. более важна часто интерпретируемость, Мгм. какие-то вещи, связанные с Мгм. уверенностью предсказаний. Вот. И вот этот трек, он как раз вот для тех, кому интересно в этом направлении двигаться. И там, в частности, вот все и венчается таким проектом, в котором человек, собственно, на своем опыте должен познать, каково вот А в темы области проектов откуда работать. берутся? Тема проектов нам помогает, собственно, искать научный руководитель школы Илья Борисович Мученик. У него много есть связей, много каких-то знакомых вот в этом, Мгм. в том числе и не айтишном мире, в том числе, например, там, по больницам, по каким-то компаниям, не связанным с IT, опять же, вот он нам приводит. Мгм. Понятно. Так, ну думаю, что с направлениями теперь более-менее ясно. Дальше. Можно ли поступать одновременно на заочку и очно в один-два филиала? Я бы сказал, что нет. Но смотрите, у нас процесс набора, он общий. То есть вот человек подает заявку, ну, он, конечно, в заявке пишет, там хочет ли он учиться очно, заочно, Мгм. и в каком городе, но дальше все заявки, они более-менее одним способом обрабатываются, одними и теми же людьми. Ну, естественно, в зависимости от того, там живет человек в Москве или он не живет в Москве, он может там писать письменный экзамен или онлайн-экзамен, про это я тоже могу, наверное, отдельно Мгм. сказать. Вот, но в целом это один общий процесс. Да. И вот мы человека через этот процесс проводим, и в конце, в том числе на собеседовании, с ним говорим, вот там, где он живет, где он хотел бы учиться, и уже вот в конце этого процесса будет понятно, где учиться. Поэтому, ну, наверное, это не очень даже применима такая альтернатива. Ага. Процесс поступления для всех одинаковый, а решение потом уже в каком отделении учиться принимается уже после результата. Ну, конкурс, если говорить про Москву, в Москву и на заочку конкурс общий. В Москву на заочку Да, общий. один и тот же, да. Вот, поэтому в итоге мы все равно идем через весь список, смотрим и принимаем. Вот, ну, у филиалов там, поскольку есть свои кураторы, то каждый из кураторов самостоятельно принимает решение, там, кого он хочет принять, а кого нет. Вот, но все равно, дайте я вот как прокомментирую, почему вот если вы живете в городе, в котором есть филиал, то лучше поступать в филиал, а не на заочку. Вообще говоря, очень полезная и хорошая вещь – это некое сообщество. Да, когда у вас есть возможность прийти с людьми, пообщаться. Вот, например, да, приходим в ШАТ, среди дня никаких пар нет, все равно тут сидят студенты ШАТа, там какие-то домашки делают, тоже друг с другом общаются. И вот это вот живое общение – это важная и ценная часть Мгм. обучения. Поэтому мы обычно, даже если человек, например, там живет в Москве, мы ему не особо-то и будем предлагать возможность учиться заочно. Опять же, в ШАДе не так много, на самом деле, какой-то очной отчетности. То есть, ну, обычно на курсе, ну, может быть, там одна-две контрольных там или какой-нибудь там экзамен на дополнительные баллы. Ну, как правило, если человек живет в Москве, даже если там он работает, ну, может он, наверное, в один вечер отпроситься, приехать, написать эту контрольную. Вот, а в другое время, ну, если есть возможность, вы приезжаете, общаетесь. Если нет возможности, вы можете не приезжать,
А дальше у нас доступны видеозаписи всех курсов, либо этого года, либо какие-то актуальные записи прошлых лет. Соответственно, вы сидите дома, смотрите эти записи, делаете домашки. Вот сейчас важной частью жизни студентов стали всякие чатики, и поэтому в любом случае вы даже в чатике будете не совсем оторваны от мира, но саму возможность прийти и пообщаться с людьми вживую, конечно, вы не должны себе отсекать. Вот, именно поэтому мы говорим, если вы живете все-таки в городе с филиалом, вы поступаете в филиал. Лучше все-таки ходить. Вот, лучше ходить, когда есть возможность. Когда можете ходить, конечно. А тут сразу следующий вопрос как раз про отличие очки и заочки. Чем они отличаются, одинаково ли они котируются? Ну, кроме того, что на очке ты ходишь и видишь людей, студентов там или профессоров, а на заочке нет. Ну, котируются они, естественно, одинаково. Это, вообще говоря, одно и то же образование. Очники и заочники сдают одни и те же курсы. Единственное, для заочников иногда бывают некоторые послабления. Потому что, например, видео сняли, его там не сразу, понятное дело, выложили. Иногда, если, скажем, у очников дедлайн недельный по домашке, у заочников он может там 1,5 или 2 недели, чтобы они успели посмотреть видео. Вот. Иногда, если есть какие-то действительно очные отчетности, за которые баллы начисляются, то у заочников немножко другие критерии оценки, им не учитывается это при выставлении оценки хорошо, отлично, зачет. Вот. А так, в принципе, да, это те же самые курсы, те же самые домашние задания. В целом, разница именно вот в возможности этого личного общения. Окей. Так, идем дальше. Вот Дима пишет. Привет, заканчивал ли кто-нибудь ШАД, не имея за спиной высшего образования, не обучаясь параллельно в ВУЗе? Приветствуются ли в ШАДе и в Яндексе вообще такие энтузиасты? Заканчивал ли? Кажется, да, но хотя это все-таки единичные случаи. То есть, естественно, у нас есть какое-то значительное количество студентов-выпускников, которые пришли в ШАД, уже закончив вуз и там проработав какое-то время. Поэтому учиться параллельно в ВУЗе, безусловно, не обязательно. Чтобы не иметь высшего образования, бывают люди, которые, например, не закончили вуз, там пошли в вуз, не закончили, потом пришли в ШАД, но это вполне нормально. Смотрите, мы к этому относимся в большой степени индифферентно. Нам что важно? Нам важно, во-первых, чтобы наши студенты знали какие-то основы высшей математики. Тут вот почему мы так упираем на эти основы высшей математики? Потому что на первых курсах обычно прививается некоторая культура, некоторая такая интуиция. И на это реально тратится год, 1,5-2 на то, чтобы люди научились обращаться с объектами какой-нибудь линейной алгебры, дальше не тушевались, когда они с ними встречаются. Сделать это потом, уже когда нет этого года, когда больше особо ничего не делается на первом курсе, а только учится, уже это сложно. Поэтому, если человек этого не получил, у него там дальше и в ШАДе могут быть проблемы и так далее. Поэтому мы считаем, что эти вещи так важны. Но, в принципе, бывают люди, да, реально, которые сами пошли и выучили математику. Я помню, я в этом году собеседовал человека, который вообще ни разу ни с какого, ни с мехмата, ни из МФТИ, я не помню, он откуда, но он так клево вообще по математике задачки решал. Естественно, мы его с удовольствием взяли. Самому заботиться можно. И, собственно, это первая часть того, что нам интересно. Да, вторая часть, это, безусловно, мы проверяем мотивацию всегда. Ладно, раз уж меня про это понесло, я про это скажу. Мотивация, в принципе, это все. В ШАД поступить тяжело, а учиться в ШАДе еще сложнее. Это правда, учиться гораздо тяжелее, чем сдать экзамен. Заботать экзамен, это на самом деле вообще не так уж... Нет, это сложно, но, потом сдавать алгоритмы и плюсы, это вообще...
Потому Там мотивация прям очень сильно нужна. Да, то есть мы принимаем порядка 200 человек каждый год, а выпускаем там 100-120, причем там часть идет после двух академических отпусков, в итоге выпускается. Вот. И мы обычно, вот, в частности, если кто из вас будет на дне открытых дверей, мы называем цифру 21 час в неделю надо тратить на учебу в ШАДе, и я обычно добавляю, что это такая нижняя оценка. Я не знаю, откуда вы взяли 21 час, если честно. Учиться на троечку, да, реально это сложно. Поэтому учиться в ШАДе вы сможете только если вы очень хорошо понимаете, зачем вам это. Вот. И поэтому, естественно, и на собеседовании мы будем с вами очень подробно говорить, то есть, почему вас вообще интересуют данные, там, анализ данных или там инфраструктурные штуки, почему вы реально готовы инвестировать такое гигантское количество времени в эту учебу. Вот это вы должны, конечно, отдавать себе отчет. Мне кажется, это важно понимать не только вот для приемной комиссии, это для себя важно понимать. Поскольку ты, если ты не понимаешь или думаешь, что понимаешь, обманывая себя, ты потом просто потратишь, я не знаю, полгода жизни минимум, а то и больше, занимаясь тем, что тебе на самом деле не нужно. Получая просто какую-то корочку, зарабатывая какие-то баллы непонятные, которые потом тебе не нужны, никому не нужны. И как бы полгода жизни или больше потратишь впустую. Поэтому тут лучше быть с собой честным, конечно, и понимать свою мотивацию. Если ее нет, то заниматься другими делами какими-то. В жизни куча интересных вещей. Так, идем дальше. Не расскажете ли про программу ФКН Фышки совместную с ШАД, которая называется «Анализ интернет-данных»? Так, расскажу, конечно. Значит, на факультете компьютерных наук есть программа, называется «Науки о данных». Внутри этой программы есть специализация «Анализ интернет-данных». Вот еще сразу я скажу, что аналогичная штука у нас есть с МФТИ. В МФТИ есть базовая кафедра Яндекса, называется кафедра анализа данных. Вот, и там у нас есть тоже магистратура, тоже туда к нам можно идти. Вот, собственно, в чем суть любой из этих специализаций? То, что вы учитесь в магистратуре, вот при этом вы учитесь у нас на кафедре, и у вас есть там какие-то факультетские курсы, а вот все кафедральные курсы – это ШАД. Вот. Ну, то есть можно даже не смотреть, что там на сайте написано в разделе про учебный план. То есть там вы будете просто сдавать курсы ШАДа вот по той программе, которая написана на сайте ШАДа. Это будет для вас ваша магистратура. Вот. Okay. Я чуть-чуть прям скажу, вот чтобы туда поступить, надо поступить в ВУЗ, то есть это отдельная вещь. Сначала вы поступаете там в МФТИ или в вышку, а потом вы уже там должны распределиться на кафедру или на специализацию, и мы должны вас захотеть взять. В любом случае тоже это важно. Лучше всего, чтобы вы поступили в ШАД заранее. То есть если вы поступили в ШАД, то это упрощает для вас жизнь. Это не означает, что мы вас возьмем автоматически, потому что сейчас все равно конкурс большой, даже среди тех, кто уже учится в ШАДе. То есть у нас реально мест сейчас на кафедрах меньше, чем людей, которые к нам из поступивших в ШАД приходят. Поэтому поступайте в ШАД обязательно. Вот. Если вы не поступили в ШАД вот этим летом, потом попасть к нам на специализацию будет сложнее или в случае МФТИ невозможно. Вот. Окей. Так, идем дальше. Дальше вот такой вопрос. Можете привести пример задач машинного обучения в области геологии? В области, давайте в смежной области приведу. Смотрите, есть такая штука добычи нефти. У вас есть месторождение, на нем сколько-то вышек. Часть из этих вышек качают нефть наружу, часть из этих вышек закачивают воду. Ну, как вообще нефть добывают? Закачивают внутрь воду, вода вытесняет нефть, нефть попадает в трубы в итоге. Вот. И на самом деле жизнь устроена так, что начиная с какого-то момента эффективность добычи нефти становится не такой хорошей, как хотелось бы. То есть, например, возникает задача, а как вот нам закачивать воду в это месторождение? Да, месторождение большое, там куча вышек. Как нам правильно закачивать воду
так, чтобы и не вылететь в трубу, потому что закачивать воду, на самом деле, дорого, это денег все стоит. Это значительная часть расходов вообще на добычу уходит именно туда. Вот. И при этом получать больший дебет по нефти. Вот это на самом деле непростая задача, такая про анализ данных, в том числе пространственных. Вот там машинное обучение вполне себе применяется. Вообще, на самом деле, одни из вещей, с которых, собственно, начиналось машинное обучение еще в Советском Союзе, это как раз была разведка месторождений. Когда мы вот померили в нескольких точках, мы про них что-то знаем, а теперь мы хотим понять, а что же вот вокруг них. И вот тут как раз возникают все эти гауссовские процессы прекрасные, вот, которые, собственно, помогали людям что-то про это сказать. Понятно. Вот. Я думал, что это еще не машинное обучение было, какая-нибудь там статистика, анализ данных, регрессии там максимум. Ну, а регрессия, как бы, это одна из задач машинного обучения, хотя... говоря. Тут, на самом деле, грань между этим прозрачная. Так, хорошо, идем дальше. Так, дальше пару вопросов от Никиты про предложение на рынке труда ДС через 10 лет. Но я думаю, что мы этот вопрос пропустим, поскольку он не совсем про ШАД, а про ШАД еще много всяких. Да. Так, хорошо. Сколько людей суммарно закончили ШАД? Сколько людей суммарно закончили ШАД? Значит, их что-то то ли 720... Ух, я боюсь наврать. Ну вот похоже число как раз в группе ВКонтакте выпускников, да? ШАДа, там что-то 600-700, очень похоже. Да. В точку. Так, хорошо, дальше. Если нет возможности, но есть желание получить знания с ШАД и применять их на практике, какие альтернативы онлайн-образованию стоит рассмотреть? Как самому учиться, короче, если в ШАД не можешь ходить? Сложно. Но тут вы понимаете, что я... еще не то, чтобы могу и хочу как бы рекламировать кого-то другого. Вот. Но, во-первых, на сайте ШАДа у нас есть ссылки на онлайн-курсы, которые подготовлены совместно с ШАДом и с Яндексом. Вот. Это, во-первых, специализация машинное обучение и анализ данных, которая вот она классная, кстати. Она очень даже неплохая, да. Вот, нам кажется, она удалась. Вот. Есть еще, например, подготовленная вышкой совместно тоже с Яндексом специализация Advanced Machine Learning для тех, кто уже хочет дальше копнуть в области нейросетей. Так что мы как-то стараемся двигаться в ту сторону. Вот, но, не знаю, вот прямо сейчас тут очень сложно дать какие-то такие рецепты, которые каждому подойдут. Мне кажется, главный смысл ШАДа то, что он организует тебя, структурирует и пинки тебе дает. То есть все пособирать отдельно по крупицам ты можешь и так. Там те же алгоритмы поучить на Курсере, там те же плюсы можно, вот отличные пояса сейчас сделали в Яндексе. Куча всего, но заставить себя так интенсивно заниматься и так пахать самому, очень тяжело. Я даже по себе скажу, я вроде тот еще ботан, но вот когда пришел в ШАД, и мне сели на шею и сказали, делай то, делай это, делай еще вот это, я, конечно, так крякнул и понял, что самому себя очень тяжело так заставить. Ну, конечно, дедлайны и перспективы отчисления не... Знаешь, работают не только они работают, работают еще и оценки. Вот у меня было такое, я думаю, вот зачем мне нужна сейчас 5 там по алгоритмам, казалось бы, насобирал 5. Приятно. А да, почему-то хочется, думаю, сейчас я еще дожму 3 задачки, сдам их в контест и получу 5. Ну и сообщество тоже это хорошо. Да. Когда вокруг такие люди, которые тоже горят всем этим делом, то и сам как-то проникаешься на самом деле. Ну, и плюс вот еще такая штука, да, и студенты, и преподы, и плюс, например, сейчас скажу, код-ревью. Часть заданий из алгоритмов были как раз код-ревью. Мне кажется, вот это вообще самая крутая вещь, которую я испытывал по изучению алгоритмов. Потому что садится серьезный профессиональный человек, который знает, как писать код, объясняет, почему у тебя шит-коды, объясняет, а как сделать нормальный код, и действительно начинаешь по-другому мыслить. В целом экспертный фидбэк – это очень важная часть тоже именно очного образования. Это одна из тех вещей, почему, скажем, вот ШАД в таком виде, в котором он есть, было бы безумно тяжело масштабировать, если вообще возможно. Ну, потому что, да, вот эти эксперты могут дать фидбэк. Код-ревью не насобираешь на всех, да. Количество людей.
И так все, ну, это Дай, 4 часа утра. Да, дайте ревью, да. В общем, короткий ответ. Курсов-то полно. Вот как себя организовать и структурировать, вот это непонятно, и тут ответа, казалось бы, так сходу и не дать. Так, дальше идем. Хотелось бы спросить, насколько важен сам вуз? ШАТ – это дополнение к вузу или это самостоятельная единица? Ну, нам кажется, что ШАТ – это вполне самостоятельная единица, но тут опять же хочется подчеркнуть то, что я говорил там, в ответ на один из предыдущих вопросов, то, что вуз закладывает определенный фундамент, скажем, по той же самой математике, который мы в ШАДе просто не имеем ни времени, ни возможности перезаложить, поэтому вот если ее нету, то ее надо либо как-то самому с трудом получать, вот, либо еще как-то. Вот, поэтому, ну, в целом, нам не очень важно, да, из какого вуза, лишь бы был фундамент. Ну да, я думаю, что тут скорее стоит рассматривать какие-то факторы, которые от самого человека зависят. То есть в некоторых компаниях нужна корочка. Вот. У ШАДа корочка не о высшем образовании, это вообще отдельное. Да, у ШАДа это дополнительное образование, да. А, кстати, а заочникам тоже дают корочку? Ну, в смысле, диплом? Конечно. Без разницы. Да. Вот, тут разницы нет. Ну, то есть, в целом, я думаю, что ШАД сам по себе самостоятельный, вот если мы рассматриваем чисто вопрос знаний. Если же мы смотрим на вопрос с точки зрения там, корочки или прочих каких-то других факторов, которые же вас скорее касаются, а не ШАДа, то тут уже нужно думать. Кто-то скажет, нафиг вуз нужен, а кто-то скажет, а нет, нужен. Но я вот, например, МГИМО закончил без мехмата всякого, ничего, как-то более-менее сдаю задачки. Но при этом я закончил. Что-то закончил. Мне в какой-то момент в жизни диплом был нужен. Там, сейчас в меньшей степени. Но все же, я советую на диплом вузовский не забивать, но при этом ШАД – это вообще отдельная тема, и это отдельные знания. Ну, да, ШАД как бы про знания, а не про формальность. Да, я думаю, что так. Так, дальше идем. Много ли возрастных выпускников, кто смог осилить программу после 30? Ну, их, я бы сказал, не очень много, то есть они есть, но после 30 вот обычно очень сложно 24/7 учиться, потому что, как правило, ты работаешь, и у тебя семья, и, значит, дети уже спрашивают, почему ты, значит, сидишь по ночам. Жена точно спрашивает. Жена спрашивает, да. Дети, может быть, еще нет, но жена спрашивает. Вот, так что да, в целом, ну, уже сложнее вот чисто по этим причинам. Все-таки ШАД, он так отъедает очень значительную часть жизни у человека. Слушай, ну вот по моим впечатлениям людей, кто уже не студенты, но не обязательно старше 30, их 20%. Это моя грубая оценка. Вот скажи мне, прав ли я, близко или нет? Старше 30? Нет, не студенты. Не студенты. Старше студента. Закончили уже. Ну, 20-25, наверное. Вот так. Четверть. Я думаю. Я думаю, ты прав. Собственно. То есть большая часть нашей аудитории, конечно, это студенты, да, потому что студенты, у них еще довольно много времени, довольно много энергии. А еще, мне кажется, студенчество – клевое время, которое мы не понимаем. Вот у вас есть время, и нет еще никаких обязательств. Берите и ботайте, пока есть возможность. Потом ее не будет. Ботайте сейчас. И ШАД, мне кажется, отличная возможность поботать, пока у вас есть время. Так, идем дальше. Так, нет ли в планах открытия филиала ШАД в Иннополисе? Пока что нет. Окей. Как незрячему человеку научиться программировать? Я боюсь, что это сложный вопрос. Не смогу, да, ответить. Да, я думаю, что так сходу на него не ответишь. Да, окей. Отдельный. Согласен. Так, вопрос. Стоит ли получать техническое образование, ШАД, универ и так далее, потому что оно в тренде и без него никуда? Увеличит ли это карьерные возможности? Ну, это не совсем про ШАД, я думаю, что пропустим. ШАД и Стас. Это Карим написал. Привет, Карим. Вот. Про перспективу вопрос. Куда обычно идут ребята после окончания ШАДа? Значит, мы можем сказать, что да, в большинстве своем люди идут, конечно же, в IT-компании, то есть примерно 2/3 наших выпускников когда-либо поработала в Яндексе,
Вот, соответственно, ну а дальше возможностей у них много, там Google, Facebook, в России, понятно, тоже сейчас довольно много компаний, которые уже с историей IT-компаний, которые только себя осознают. Часть людей идут на PhD, в том числе и за границу, вот, но в основном в IT-компании. То есть в целом после ШАДа проблем устроиться там в Яндекс или в Google какой-нибудь у людей нет. Как-нибудь Google. Ну, да. Да. Но мне кажется, что после алгоритмов заботать гномиков, ну, вообще, не то, что окей, усилия потребуются, но вот уже примерно понимаешь, как эти усилия прикладывать. Так, а вот, кстати, вопрос, где-то тоже про это читал. А можно ли после ШАДа идти в аспирантуру куда-нибудь в Америку без магистратуры? Это вопрос, на который я сейчас, честно говоря, не готов ответить. Это я не до конца в курсе требований, которые к PhD-студентам предъявляются там, в университетах. У меня есть ощущение, что все-таки master's degree скорее нужен, чем нет. Но где-то, может, и нет. Ну, хотя, учитывая, что у нас ты мехмат заканчиваешь без всяких мастерс, а просто специалист. Не, ну со специалистами, да, там отдельный вопрос. Ну, не вообще, Но в если у вузах тебя знают про это, американских вузах. bachelor's degree, там, Хотя, с другой стороны, американцы-то сами заканчивают bachelor, а потом сразу идут в аспирантуру. У них нет такой штуки, как магистратура, у них часть аспирантуры. То есть, если американцы идут, то да чем... нет, чем... там все-таки это разные штуки. Может быть, я путаю, может быть, это то, что я по экономике видел, а Да. вот по... Не, ну, в общем, я боюсь, я не очень Ок. квалифицированно буду про это говорить. Вот, если хотите, пишите на рассылку ШАД, там, поресерчим вместе. А, кстати, после видео напишем в комментариях, куда писать вот эта рассылка ШАД. Да, рассылка ШАД. Мы вам Все вопросы туда. да, ответим на все, на что не успеем сейчас. Прекрасно. Вот, или день открытых дверей. Да, который будет где-то в начале апреля. В начале апреля, да. Так, окей, идем дальше. Много ли ребят начинают учиться в ШАДе после первого курса вуза? На самом деле нет, и мы обычно транслируем, что мы не очень рекомендуем идти сразу после первого курса вуза, ну, просто по двум причинам. Во-первых, на втором курсе еще у ребят достаточно интенсивная учеба, и совмещать ее с ШАДом довольно тяжело. Вот. И ну, у нас есть определенная статистика, которая говорит, что второкурсники в среднем чаще других будут отваливаться и уходить в академические отпуска. Вот. Ну и во-вторых, на самом деле мы ожидаем от тех, кто к нам поступает, что они уже что-то знают по теории вероятности, а теория вероятности, как правило, на втором курсе. Вот. Поэтому после первого курса люди ее обычно не знают, и, соответственно, им тяжело к нам поступить. Вот, так что, в принципе, опять же, это не является каким-то формальным порогом, да, у нас учатся люди, которые пришли к нам после первого курса, но их довольно мало. Вот. Понятно. Так, дальше идем. Ой, я смотрю, у нас шадовцы тоже смотрят. Вопрос от Вани Баскова. Что находится за дверью напротив Оксфорда? Ваня, это конфиденциальная информация, потом обсудим. Идем дальше. Расскажите про культуру обучения, преподавания в ШАД, а также, если возможно, выделите несколько типичных кластеров обучающихся. Ух, это очень сложный вопрос. Даже не знаю, что ответить про культуру, но давайте я попробую, возможно, не на тот вопрос ответить. Ну, то есть в ШАДе очень важной вещью в целом в учебном процессе являются домашки. Ну, то есть в ШАДе в целом нету ничего такого, как экзамены, зачеты, так, чтобы можно было там целый семестр ничего не делать, потом прийти, получить зачет. Нет, у нас такого, в принципе, не бывает. У нас все делают домашки, за домашки получают баллы, и, значит, в конце семестра на основании суммы этих баллов получают оценку.
И вот эти вот домашки – это большая, собственно, часть жизни студентов ШАДа. Домашки и дедлайны. У каждой Вот я хотел про вот это дедлайны, сказать. да, вот дедлайн, вот, наверное, если говорить про культуру, это дедлайн, да, значит, Кнут и пряник. у каждой домашки есть дедлайн. Значит, если вы сдаете после дедлайна, то, как правило, либо вообще нельзя ничего сдавать, либо применяются штрафы довольно серьезные по баллам. Ну, бывают разные преподаватели, бывают суровые, которые там через секунду после дедлайна сдали, все, уже штраф. Бывают чуть более добрые, которые можно все-таки объяснить, что это браузер затупил, когда вы нажали «Отправить 23:59», а в 0:00 был дедлайн, и поэтому все пришло в 0:01. Вот. Но, тем не менее, да, дедлайн – это что-то такое действительно отдельный персонаж вот шадовского фольклора. Он даже у нас там сэр Дедлайн на картинке перед входом в кофе, Да, на кофе-плейн, моя да, любимая картинка. да, ждет каждого из студентов. Вот, и поэтому, да, надо все успевать, надо какой-то тайм-менеджменту на ходу учиться, вот, потому что, конечно, сдавать все не в срок тяжело и неправильно. Вот, а еще у нас есть кофе-пойнт, на котором есть чай, кофе, печеньки и фрукты. Вот. Да, и можно прийти поесть. Можно прийти и поесть, да, И пообщаться. если лекция утомила и отняла все силы, можно прийти и выпить какао. Да, лекция еще что, вот домашка отняла все Вот, а силы. еще можно прийти в ШАД там днем просто посидеть тут в наших прекрасных зеленым полом помещениях и Если аудиторию никто не поделать забронировал. домашки. Не, ну я обычно держу одну переговорку на самостоятельные там как занятия, раз, да, да. это сейчас Принстон. Ну Вот, да. и можно позаниматься. Ну, по-хорошему, да, одной большой это хватает, зачем все держать? Одну достаточно. Вот. Так. Это так. О, еще у нас, кстати, сложилась отличная ситуация. 20:40, у нас почти кончились вопросы, вроде... А нет, они прибавились. Кто-то там ответил про PhD. Да, клево. прекрасно. Слушай, вот это у тебя зрение. Да. Так, ладно, смотрим дальше. Планирую поступать в ШАД, но не знаю плюсы. Плюсы, не знаю. Плюсы. Изучал Python. И порекомендуете ли вы начинать сейчас проходить пояса на Coursera для поступления? Кажется, да. Я так скажу, то есть поступить без плюсов, в принципе, можно. А вот учиться без плюсов тяжело. То есть у нас с самого начала уже начинаются домашки по алгоритмам, которые надо будет на C++ делать. Вот, курс по C++ у нас есть, но он в целом так не для начинающих. Он быстро ускоряется. Он быстро ускоряется, для того, чтобы втащить людей вот в такой вот, в то, как писать индустриальный код, прям как погружает в глубину плюсов. Поэтому если вы никогда не писали на плюсах, то вам может быть тяжело и больно. Поэтому мы всегда, конечно, рекомендуем вот до того, как начать учиться, все-таки хотя бы пару поясов пройти. Там у нас есть какие-то возможности там студентов в ШАД туда бесплатно отправлять. Вот, поэтому если вы поступите, мы вам, скорее всего, как-то с этим поможем. Вот, если вас смущают финансовые вопросы, да, но плюсы поднять стоит. Это язык важный, нужный и непростой. Этот Python можно выучить за 2 вечера, как бы, плюсы нет. Ну, тут, кстати, может быть, мой опыт будет полезен. Я поступал без плюсов, вообще ничего никогда на плюсах не писал, а Python до этого там полгода назад учил. И я начал учить плюсы в августе, прошел один пояс и второй почти до конца. И, в принципе, более-менее этого хватило, чтобы закрыть первые плюсы. Да. Ну, то есть важно, наверное, чтобы вы вообще, в принципе, хотя бы на чем-нибудь уже программировали. Вот если совсем ни на чем не писали, это вот проблема. Если вы совсем, да, никогда не программировали, то вот это точно надо. Но это тогда пострадаешь от алгоритмов, а не от плюсов. Не, ну там можно пострадать уже и в процессе поступления. То есть там... Ну, знаешь, мне кажется, вот задача по алгоритмам... В онлайн-тесте контест, там надо хоть что-нибудь написать, в контест сдать. Вот. Да, принято, согласен. Ну и на собеседовании там тоже у нас все-таки любят спрашивать. Макс, если попасть. Макс, там, да, код пописать, самое милое дело, да. Вот, так что, да, такие дела. Так, идем дальше. Да, еще минут 5 можем посидеть, значит, так. На каком курсе обычно поступают в ШАД? Ну, вот, собственно, начиная после 2-го и заканчивая где-то концом универа.
Мгм. То есть уже, кажется, после второго учеба в универе не такая становится жесткая, уже можно и в шаде О, поучиться. Радомир тоже помогает ответы. Отлично. Мгм. Сейчас Круто. вопросы сильно сократим. Чем отличается процесс поступления на заочку? Кроме того, что все проходит онлайн. А, Чем отличается? Да, наверное, особо ничем. В целом, как бы правила более-менее те же самые. Ну да, онлайн-экзамен вместо письменного. Вот, собеседование мы умеем тоже по скайпу проводить, в принципе. Вот, так что не надо будет обязательно приезжать куда-нибудь. Мгм. Вот. Ну, а правила в целом такие же, как для очников. Мы скидок для заочников не делаем, потому что заочникам на самом деле даже сложнее, потому что у них вот нет этой среды, они больше так Мгм. немножко в вакууме. Ну, сейчас с чатиками полегче стало, но все равно тяжело. Вот. Ну, чаты Так очень что, сильно, конечно, поменяли все. да, заочнику надо наоборот быть еще Так, покрепче. так, это мы обсудили. Так, Так, какие-то выделяются ли какие-то мощности для решения домашек, вроде Google Colab? Значит, у нас есть сервер с ГПУшками, на котором можно учить нейросетки, ну, а других мощностей, ну, еще, понятно, есть сервер, на котором делаются всякие вещи, связанные с распределенными системами, потому что иначе как на сервере это делать нельзя, ну, а иначе как ГПУшки, наверное, никакие другие особо вычислительные мощности и не нужны. Да, ну и, кажется, арендовать не очень дорого, на самом деле, при желании. Ну, это по-разному, да, ну, с На как- ГПУшками на каком-нибудь поможем, Амазоне на том же. вот, а больше ничего, там сейчас Мгм. ноутбуки там у всех там. Были когда-нибудь круглые Да, отличники? да, каждый год мы даже, ну, их не то чтобы много, их там человек по 8, может быть, бывает в год. Вот мы их особо отмечаем, какие они молодцы во время выпускного. Вот, да, они есть. Так, какой процент очников оканчивает ШАТ и какой процент заочников? Я никогда не считал, честно говоря, вот прям, чтоб точно отдельно по заочникам, но вот в целом, вот да, 200 берем и 100-120 выпускаем, но при этом надо учитывать, что часть из этих людей уходят в Академ, академические потом отпуска, возвращаются. а потом возвращаются, Мгм. да. То есть, Так, дальше. Стас, вы сказали, что совмещать с учебой и работой возможно. Конкретно со стажировкой, работой в консалтинге, McKinsey, BNBCG или инвестиционном банке представляется возможным. Речь о 60 плюс часах работы в неделю. Спасибо. Не, ребят, 60 плюс не, вы не совместите, ребят. вы убьетесь, McKinsey я вы не боюсь. совместите с шадом, прям точно могу сказать. И Bulge Bracket банка тоже не совместить с работой, с учебой в шаде Ну, никак. это очень тяжело, мне кажется. Так, в анализ данных в прикладных науках и Data Science тоже C++ нужен? Значит, ну, C++ нужен везде, в том смысле, что он есть в курсе по алгоритмам. Вот. Ну, а дальше... И там, кстати, курс по плюсам помогает. Особенно начало курса по плюсам помогает Ну алгоритмам. да, нет, C++ в целом в жизни помогает, потому что, ну, на одном питоне трудно сделать что-то эффективное такое, что прям вот будет работать в продакшене. Мгм. Так, я думаю, вот у нас еще 2 вопроса есть, и на этом мы, скорее всего, закончим. Да, Смотри, вопрос от Игоря. По плюсам курсы, по поясам, да, это которые... они, Да, да, они. ППСА. Мгм. Правила возврата из академа. Вообще с академом правила такие. Каждый студент ШАДа имеет право 2 раза уйти в академический отпуск. То есть человек, допустим, вот осенью уходит в академический отпуск, и дальше он восстанавливается на следующей осени, и опять этот семестр проходит. Соответственно, чтобы уйти в академ, ничего специально делать не надо, там люди просто пишут нам письмо, я хочу в академ. Как бы, ну, по идее, они даже имеют право нам не объяснять, зачем им это понадобилось, но мы обычно стараемся выяснить, что такое случилось с человеком, но не хочет, не говорит. Вот. А вернуться, просто тоже пишите и возвращаетесь. Мгм. Тут абсолютный минимум бюрократии никакой. Мгм. Отлично. Так, ну я думаю, все. Вот 20:45 у нас был хардстоп, а сейчас даже 20:49. Спасибо тебе Вот. большое, Стас. Вам спасибо, приходите все
На день открытых дверей? Да, в ШАД, ну, на день открытых дверей, и в ШАД. В общем, в любом случае на рассылке ШАДа в комментариях мы оставим, да. Тоже пишите, мы вам ответим. Вот, так что думаю. Всех благ. Все будет хорошо. Все, всем